Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня приготовим хрустящие вишневые пирожки из теста фило. Такие пирожки готовятся очень просто, получаются невероятно вкусными, с большим количеством начинки и очень напоминают знаменитые пирожки из Макдональдса. Сначала готовлю начинку. Для начинки понадобится 400 граммов вишни без косточек. Можно использовать как свежую, так и замороженную вишню. У меня свежая с косточками, поэтому я взяла чуть больше, чем 400 граммов. Косточки вынимаю и выкладываю вишню в ковш. Добавляю к вишне сахар по вкусу, около 2-3 столовых ложек, или можно заменить подсластителем по вкусу. И довожу вишню до кипения. Если вы готовите начинку из замороженной вишни, предварительно не размораживайте ее, выкладывайте сразу в кастрюлю, только долейте около 100 мл воды и чуть дольше проварите, чтобы лишняя жидкость успела выпариться. Затем 20 граммов кукурузного крахмала развожу в 40 мл холодной воды. Хорошо перемешиваю и вливаю крахмал к вишне. Провариваю еще около минуты после закипания. В самом конце добавляю несколько капель ванили для насыщенного аромата и снимаю начинку с огня. Начинка готова, теперь ее нужно полностью остудить. Так, начинка остыла, посмотрите, какая она густая получилась, отлично держит форму, не растекается, именно то, что нужно для пирожков из теста фило. Теперь готовим пирожки. Тесто фило я разморозила заранее в холодильнике. Для каждого пирожка беру 1 лист теста фило, складываю его вот так пополам, слегка смазываю водой, чтобы тесто стало более липким и хорошо держало форму. И выкладываю начинку ближе к краю, оставляя примерно 3 см свободного теста. Начинки беру около 2 столовых ложек. И подворачиваю боковые края внутрь, сворачиваю пирожок плотным прямоугольником. Таким способом формирую остальные пирожки. И выкладываю пирожки на хорошо разогретую сковороду. Можно обжаривать как с маслом, так и без масла. Я жарю эти пирожки с маслом, добавила около 1 столовой ложки растительного масла. Затем уменьшаю огонь до среднего или небольшого, накрываю крышкой и обжариваю пирожки до золотистой корочки с 2 сторон. Поскольку тесто фило складывается в несколько слоев, важно, чтобы внутри оно тоже приготовилось. Поэтому жарю под крышкой, так внутри пирожки будут нежными, а снаружи получатся хрустящими. Из этого количества ингредиентов получается 6 пирожков. Разрезаю. Посмотрите, сколько начинки получилось внутри. Сочная, ароматная, с приятной вишневой кислинкой. И тонкое тесто фило остается хрустящим и очень вкусным. Почти как в Макдональдсе, только в разы меньше калорий. Кстати, такие пирожки можно замораживать, а потом обжаривать по мере необходимости. Готовьте с удовольствием, приятного аппетита. Если рецепт вам понравился, буду рада вашим лайкам и комментариям.